Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какое послание от твоего будущего я?». И прежде чем начать, я напомню. Сегодня день рождения у Ани. А кто хочет помянуть, то картофельное пюре с котлетками и киндер делис или киндер молочный ломтик. Аня бы не хотела, чтобы на ее день рождения кто-то грустил, кто-то там плакал. Поэтому вот так вот. Поэтому не грустите, сегодня день рождения у Ани. И, конечно же, отметьте. Итак, давайте перейдем к нашему раскладу. Единички. Первые две карты — сигнификация, остальные парно читаем. Кто ты, что ты за человек. Ну, тут понятно, да? Ты человек быстрых решений и вот, так сказать, честных развязок. То есть, если видишь правду, видишь суть, то ты резину не тянешь и идешь прямо вот к делу. И реакция у тебя очень хорошая. Быстро собрать, быстро запустить, быстро до ума довести дело. В тебе нет вот этой привычки годами висеть в сомнениях, откладывать на понедельник и прочее, и прочее. Ты умеешь признавать, где ты ошиблась, так же быстро это исправляешь. И ты не терпишь вот этих пустых разговоров. Любишь, когда по фактам, с ясным итогом. Ты из тех, кто за неделю закрывает то, что у других растягивается на месяца, на года. Когда внутри звучит сигнал, что это важно, то ты слышишь и берешься. Поэтому он всегда часто тебя выносит, как говорится, на переговоры, на запуск, на финальную точку. Это твоя карусель. Начало, запуск, финал. И у тебя, потому что, я тебе объясню, у 99% женщин никогда нет финала. Они начинают, но не заканчивают. А ты вот берешься и заканчиваешь. У тебя внутренний судья, он очень сильный. Ты сама себе судья, и ты не подменяешь правду своими удобствами, отговорками и прочим. Из-за этого с тобой сложно тем, кто вот любит тянуть, обещать, или этих, которые паразиты-то не вовремя приходят, как называются там. Не любишь непунктуальных. И ты еще не покупаешься на красивую подачу. Быстро отделяешь живого от пустого. У тебя, знаешь, сочетание скорости и ответственности. Берешься не ради галочки, а чтобы решить. И знаешь еще, что важно? Тебе есть потребность закрывать хвосты старые. Ты, как сказать, возвращаешься туда, где недоделано, и доводишь до конца. Кто-то недополучил, ты, как говорится, вернешься и додашь. И это делает тебя надежной. С тобой можно строить будущее, но только при одном условии. Рядом должны быть взрослые люди. Детский сад, игры в молчанку, вечные паузы, они у тебя не приживаются. И всех таких вот мужичонков или подруг ты сразу быстренько отсеиваешь. Какое послание от твоего будущего я? Ну тут, знаешь, послание жесткое и честное. Перестань жить вокруг потери. Вот прям вот так. Ты знаешь, ты слишком долго смотришь в сторону того, что не оживить уже. Будущее ты говоришь, вот как сказать, хватит подкармливать свою боль вот этими маленькими дозами памяти.
Перестань проверять его в статус в сети, листать переписки старые, итоги какие-то там подводить, кто кому сколько должен. Это уже не про любовь, это про привычку к боли. Там финал. Там не пауза, не спад, там финал. И пока ты держишься за прошлое, в настоящем у тебя нет места для нового. Ты очень сильная, но у тебя силы уходят в пустоту. Возьми и закрой тему действиями. Убери вот эти триггеры из повседневности, удали переписки, убери вещи, которые его напоминают. Останови разговоры с людьми, которые тебя возвращают в этот круг сожалений. Назови вслух, что эта дверь закрыта. Без красивых формулировок, без драм. Ты не должна ждать извинений, объяснений, точки идеальной. Ты должна выбрать себя. И вот как только ты перестанешь питать то, что умерло, у тебя вернется чувствительность к жизни. Придет интерес, силы появятся на свои планы. Планы не потому, что там Вселенная что-то подарит, а потому, что у тебя перестанет течь энергия в твое прошлое. И вот будущее ты просишь тебя не искать причины, а сделать шаг прямо сейчас. Потому что в этом твоя свобода. Какой совет? Совет тут, а как тут по-другому трактовать то, что сломать то, что держится на этих подпорках. И упростись до рабочей схемы. Не ремонтируй отношения, не ремонтируй формат, график, который каждый месяц требует от тебя спасательной операции. Разбери это все и собери заново, но из устойчивых опор, а не из 10 хаотичных драм этих, прошлых напоминаний. Понимаешь? Почисти все каналы связи с ним. То есть убираешь все, через что тебя качает. Понимаешь? И вернись в свой обычный ритм. Сон, кушай и спорт. Понимаешь? Без вот этого всего психика твоя сбоить будет. И ты снова сорвешься в старые вот эти воспоминания. Понимаешь? Поэтому введи простое правило. Что нет в календаре, такого не существует вообще. Понимаешь? Для отношений только один формат – равный вклад. Если тебе дают крошечку внимания или какие-то плавающие планы, то не рассматриваешь это. Тебе нужна конкретика, тебе нужна дата, место, действия. Понимаешь? Поэтому, знаешь, это совет не про жесткость ради жесткости, да? Это про опору, когда ты должна быть у руля. Никакая чужая нестабильность не должна выбивать тебя из колеи, понимаешь? Да все ты понимаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, мои любимчики. У вас, давайте, первые 2 карты сигнификация, кто ты, что ты за человек, и остальные парно читаем. А кто ты за человек? Ты боец до мозга костей. То есть ты не тот человек, который при первой же трудности убегает куда-нибудь в кусты. У тебя характер какой? Если влезла в ситуацию, в отношения и в прочее, ты будешь отстаивать свое, даже если вокруг все давят. Ты удар держать умеешь. Конфликтов не боишься, когда они неизбежны. В тебе есть вот эта внутренняя сила, которая заставляет стоять насмерть за свои принципы. Не только за принцип, за людей, за идеи. Но при этом ты не стоишь на месте. Ты быстро соображаешь, врубаешься быстро в суть и действуешь молниеносно. Ты не ждешь, пока другие разберутся, а сама берешь и решаешь все. И это, знаешь, это делает тебя человеком,
на которого можно опираться. Ну, там, в кризисных ситуациях и так далее. Проблемы ты не размыливаешь, ты прям режешь по-живому. С тобой спорить невозможно. Я бы сказал, как сказать, сложно. Потому что ты всегда с аргументами, не даешь себя сбить с толку. Тебе есть вот эта смесь упорства и скорости. Ты не просто выживаешь, ты прям выходишь из битв с этими, как называются-то, с трофеями. И люди в тебе лидера видят. Но внутри, конечно, ты чувствуешь усталость иногда от вот этой постоянной обороны. Ты же только на себя полагаться привыкла. Это твой плюс, но это, знаешь, это мешает расслабиться, там, позволить другим взять за тебя часть твоего груза. То есть ты такой человек действия, который не любит ждать милости судьбы, подарки от вселенной, приятных поворотов судьбы. Ты просто берешь и делаешь эти повороты сама. И да, ты еще умеешь прощать, но только после того, как сама разберешься во всем. Слабость твоя, знаешь, в чем? В импульсивности. Потому что иногда ты рубишь с плеча, а потом жалеешь. В целом ты такой человек, который всегда выход найдет из любой попы. Какое послание от твоего будущего «я»? Знаешь, тут послание простое. Ты к стабильности готова, которую сама же и создаешь. То есть, я объясню по-другому. Перестань думать, что все придет само. Ты научилась ценить себя, ты научилась свое пространство ценить, и это правильно. Впереди у тебя этап, где ты станешь опорой не только для других, но и для самой себя. То есть ты будешь жить в гармонии там, с деньгами, отношениями, там, домом, где вот все на равных. И будущее ты подчеркиваешь, что ты достойна комфорта, который строишь руками, а не ждешь там от какого-то голубого волшебника на золотом вертолете. Ты уже знаешь, как уют создавать, как достаток создавать, и это твой дар. Не трать силы на тех, кто не ценит этого. Вокруг тебя, знаешь, в будущем соберутся такие люди, которые уважают твой вклад и добавляют свой в твою жизнь. Послание в том, что ты переходишь фазу, где не нужно доказывать свою ценность. Просто живешь, просто наслаждаешься результатами и просто даешь себе право на отдых. Будущее ты, она тебе говорит, что вот ты женщина, которая умеет заботиться, но теперь пора научиться принимать заботу. Твоя жизнь станет полной, когда ты перестанешь раздавать все без отдачи. Впереди дом, где тепло не только от твоих усилий, да, но и от взаимности. Ты добьешься этого, потому что ты уже знаешь, как строить на твердом нормальном фундаменте. И от людей не бойся требовать равного вклада. И это не про жадность, нет, это мудрость. Ты на пороге, где твои труды превратятся в настоящее богатство души. Ну и тела, конечно. Какой совет тебе? Закрыть дверь за прошлым и найти себе эмоциональную зрелость. А что тут, как по-другому никак не скажешь. То есть я объясню, старые истории не тяни за собой. Они свое дело сделали. Будущее ты, она ж тебе советует. Отпусти то, что умерло, и не держи это в себе. Перестань жалеть, что там не получилось, и переключайся вот на то, что можно создать заново. А конкретно возьми паузу на неделю. И в это время, вот в эту неделю, да, никаких контактов с людьми из прошлого. Заполни день заботой о себе. Там проснулась, кофенька вкусное выпила, да? Вечером книжку почитала. Днем там прогулка в одиночку, там по парку по какому-нибудь. Но не слишком глухому. Понимаешь? Ищи баланс в эмоциях. Не дави слезы, но и не топись в них. И вот, знаешь, я тебе от себя скажу, вот каждый день пиши 3 вещи, за которые ты благодарна.
Понимаешь? Потому что это переключит твой фокус с потери на то, что у тебя есть. А потом найди человека или там круг общения, где ты можешь быть открытой, но без драм вот этих. Не бойся мягкость показать. Твоя сила, она же не в броне, а в умении любить зрело. Когда придет момент изменений, то не сопротивляйся. Смерть как раз здесь про то, чтобы вот отпустить старое. А король говорит, что стань хозяином своих чувств. Не позволяй ему управлять тобой чувствами. Понимаешь? Не чувства должны управлять тобой, а ты ими. И ты можешь создать жизнь, где тепло не от случайностей, а от твоих осознанных шагов. Понимаешь? Вот прямо сейчас скажи, подойди к зеркалу и скажи: «Я не жертва, я творец». Вот скажи себе, глядя прямо себе в глаза. И всегда действуй из этой позиции. Это даст внутренний покой и настоящую силу, а не какую-то там выдуманную. Я очень надеюсь, что ты меня поняла. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки затейницы. Первые две карты — это сигнификация, остальные парно читаем. Кто ты, что ты за человек. Ну, ты человек-праздник. И это тут не комплимент, а факт. Ты умеешь в центре внимания быть, и тебе это очень нравится. Ты не просто успеха добиваешься, ты любишь делиться им с близкими для тебя людьми. Там вечеринку организовать, там друзей собрать, атмосферу праздника создать. Это все твое. И люди тебе тянутся, потому что ты энергию победителя излучаешь. И делаешь это вот легко, без надрыва, как вот по мановению волшебной палочки. И ты не из тех, кто хвастается. Ты просто вот живешь так. Так живешь, что другим хочется рядом быть. Конечно, обратная сторона тоже есть. Ты привыкла быть душой компании, что ты иногда боишься остаться в тишине. Тебе нужно постоянное подтверждение откуда-то, что ты на верном пути, что тебя любят, что тебя ценят. Твоя сила в коммуникации, в умении находить общий язык с кем угодно. И ты можешь зайти вот, как сказать, в любую компанию, да, и через час ты уже вся своя в доску. И на эмоции ты очень щедрая. Очень прям. Ты прям готова радостью делиться прям со всем миром. Знаешь, иногда эта щедрость, она против тебя работает. Ты себя без остатка отдаешь, а потом внутри чувствуешь, как будто пусто, да? Как будто там черная дыра внутри. Ты человек, которому для счастья нужны другие люди. Но иногда ты забываешь, что главный человек в твоей жизни — это ты сама. И про себя забывать не нужно. Так какое послание от твоего будущего «я»? Уходи оттуда, где тебе больше не интересно. Как тут по-другому прочитаешь? Никак. Хватит, солнышко, держаться за отношения, за работу, за дружбу, которая радости не приносит. Только силы отнимают. Ты привыкла яркой быть, сильной, но, знаешь, сейчас ты тратишь эту энергию на поддержание того, что уже давно, как говорится, сгинуло. И будущее «я», оно стало уже вот той женщиной, которой ты хочешь быть. Там уверенно, независимо, цену себе знает. И она тебе говорит, что вот я стала такой, потому что однажды решилась уйти. Я перестала бояться одиночества и просто поняла, что лучше быть одной, чем с кем попала. Она научилась получать удовольствие от своей жизни, а не ждать, что кто-то сделает тебя счастливой. И послание в том, чтобы ты перестала цепляться за прошлое и сделала шаг в неизвестное будущее. Да, страшненько, я с тобой согласен. Да, придется жизнь свою перестраивать.
Но ведь только так ты сможешь стать той, кем тебе суждено быть. Женщина, которая сама выбирает свою дорогу, а не подстраивается под какие-то там чужие ожидания. И вот будущее ты, она уже прошла этот путь. И знает, что за поворотом тебя ждет настоящая сила, а не какие-то там пустые компромиссы, понимаешь? Какой совет? Ну, пора остановиться и перестать вкладываться в то, что отдачи не дает. Потому что ты привыкла вот решать проблемы через труд, через упорство, заговорился. Ну вот этот метод сейчас не работает. Ты можешь сколько угодно работать над этими отношениями, которые изжили уже себя, но они от этого не станут лучше. Ты можешь сколько угодно пахать на работе, на этой, которая тебе не нравится, но это тоже удовлетворение принесет. Знаешь, совет в чем? В том, чтобы сознательно взять паузу. Не для отдыха, а для того, чтобы переосмыслить все. Посмотри на свою жизнь совершенно по другим углом, со стороны. Понимаешь, что если решение не в том, чтобы больше работать, а в том, чтобы вообще перестать это делать и найти другой путь? Как ты думаешь? Отключи вот эти пиликанье телефона. Возьми выходной, уедь на природу на пару дней, пока погода позволяет. Просто побудь в тишине и послушай саму себя, чего ты на самом деле хочешь. И знаешь, что самое важное? Не бойся увидеть правду, которую услышишь от себя, даже если она тебе не понравится. Настоящий прорыв ждет тебя не в действии, а вот в остановке. Именно в этой остановке ты найдешь ответ, которого ты ищешь долго. И как только ты этот ответ найдешь, у тебя силы появятся, чтобы изменить все, что тебя не устраивает. Понимаешь? Еще раз повторяю, у Ани сегодня день рождения. Кто хочет, помяните картофельное пюре, котлетка и киндер-делис или киндер-молочный ломтик. И всегда помните, что дед всегда рядом.